Такой батон получается всегда и у всех. Никакой сложности и никаких сложных ингредиентов. По этому рецепту я пеку постоянно. Ароматный, румяный и ни за что не сравнится с тем, что сейчас продают в магазине. Записывай рецепт. Берем миску и вливаем в нее 210 грамм теплой воды. В воду добавляем 1 щепотку соли и 3 столовые ложки сахара. Сюда же вливаем 30 грамм подсолнечного масла. Дальше всыпаем 5 грамм сухих дрожжей. А дальше мы всыпаем 350 грамм муки. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше. И начинаем замешивать наше тесто. Примерно около 10 минут. Если тесто все равно прилипает к рукам, можно добавить немного муки. Как видите, тесто готовится очень легко. Достаточно просто смешать все ингредиенты. Тесто должно получиться плотноватое, не сильно мягкое, хорошо держать форму и не липнуть к рукам. Перекладываем наше тесто в другую миску, накрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место на 1,5 часа. Оно должно увеличиться в объеме в 2 раза. У меня тесто постояло около 2 часов и уже хорошо увеличилось в объеме. Теперь я присыпаю стол мукой и выкладываю из миски наше тесто. После того, как достали тесто, нужно его немножко размять и обвалять в муке, чтобы оно не прилипало к рукам. Теперь при помощи скалки раскатываем наше тесто толщиной примерно около полсантиметра. После этого раскатанное тесто нужно завернуть в рулет. И этот рулет сворачиваем еще в один рулет. И снова раскатываем наше тесто толщиной в полсантиметра. Каждую неделю на нашем канале выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подпишись, чтобы не потерять. Как видите, рецепт очень простой и без заморочек. Если вы до сих пор не решались испечь батон дома, то обязательно попробуйте этот рецепт. Тесто раскатали, и теперь мы снова его заворачиваем в рулет. Вот примерно так у вас должно получиться. Теперь берем противень, застеленный пергаментом, и выкладываем на него наш рулет. После этого накрываем его пищевой пленкой и убираем в теплое место на 20 минут. Наше тесто постояло 20 минут и немного увеличилось в объеме. Теперь мы снимаем пищевую пленку и острым ножом делаем на нем надрезы. Теперь мы берем миску и вбиваем в нее 1 яйцо, и с помощью вилки нам нужно его немного взбить. Теперь берем наше тесто и по всей поверхности смазываем яйцом. После этого отправляем в разогретую духовку на 180 градусов и выпекаем 30-35 минут. И вот такая красота у нас получается после выпечки. Как видите, приготовить такой батон очень легко. Он получается пышный, мягкий и невероятно нежный. А его вкус и аромат ни с чем не сравнится. Если вы до сих пор не решались приготовить его дома, обязательно попробуйте этот рецепт, и у вас обязательно получится. Рецепт домашнего батона совсем не сложный и без заморочек, и справится с ним даже новичок. А самое главное, что в его составе ничего лишнего, только то, что должно быть в настоящем батоне.
И вообще, что может быть вкуснее домашнего свежеиспеченного хлеба? Такой нежный, мягкий, румяная корочка, а аромат. Ну сразу вспоминаешь детство. Попробуйте приготовить по этому рецепту, и вы убедитесь, что на вкус он как тот самый батон из нашего детства. Глядя на него, очень сложно удержаться, не отрезать кусочек, намазать его маслом и полить любимым вареньем. На нашем канале каждую неделю выходят новые видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подпишись на наш канал, чтобы не потерять.